В этом выпуске ты увидишь, какой апгрейд ожидает обновленную кристалку, сколько километров проводки ушло на постройку самой громкой стены волкодав и что забыл Денчик Лачкач в космосе. Всем привет! Это канал Loud Sound и рубрика «Громкие новости». Здесь мы рассказываем вам как о новых, так и о последних событиях, касающихся автозвуковой жизни и не только. Ну что, погнали с трэшачка? Витя Моц не перестает удивлять своим трэш-контентом. Что не выпуск, то выходка, от которой без улыбки на лице не останешься. Ранее мы могли видеть и громкий чемодан с бегающим Витей в роли мафиозника, громкого Деда Мороза, катающегося верхом на сортире, а также громкое такси на хаммере Тёмы. Витя, вы чё там употребляете? Со мной хоть поделись. Номер знаешь? На этот раз сюжет начинается в историческом музее города Аксай, где Витя совместно с Денисом, владельца, наверное, самого ветреного проекта Лачкач, решили до конца добить лобовик, который и так на прошлой сходке дал трещину. Взяв в руки молоток... Даже я с собой взял молоток, думал, ну сейчас если не получится, то мы сделаем вот так. Эх, Витя, ничему тебя здесь не учат. Интересно, а что в тот момент подумал Денчик? А покажи Дениса, смотри, как он смотрит на свою машину. Денис, все нормально? А далее, демонтировав остатки лобача, ребята двинулись к ближайшему техникуму, чтобы по душе раздать хейр-триков туалетной бумагой. Ты посмотри, где салфетка. Где? Она под потолком. Вон она, я вытащил отсюда. А ты видел, в каких космических очках он гонял по городу? Денчик, прости, я не удержался. Прыгать это, оказывается, так приятно. Прыгай. Я называю, ты что делаешь? Это было почти опасно. Вот это да. Эй, Иржан, блядь, заебал. Вставай, салам алейкум. Вставай, я заебал, на работу пора. Студенты техникума остались только с положительными эмоциями. Ведь ребята раскачали абсолютно всех желающих и даже тех, кто кабенился и боялся сесть на пассажирское сиденье. Давай. Заходи. Прическа нормальная у тебя будет, садись. Но, как оказалось, помимо студентов, Лачкач умудрился раскачать еще и здание по соседству. Об этом заявил замдиректора по безопасности. Когда вы включаете вашу, не знаю что, вот там вот перекрытие, которое между... Ходят. Мы извиняемся. И попутно дал заключение по громкости звука. Людям 90 децибел хватает для того, чтобы крыша проехала. У нас тут 163. Но на этом ролик не закончился. В конце видео Витя сделал обращение к студентам и школьникам Ростова, а также ближайших к нему городов, где призвал всех желающих, кто хочет также раскачаться басухой, писать комментарий, чтоб ребята приехали именно в ваше учебное учреждение и дали шуму. Артем Поплавков, владелец группы «Автозвук» своими руками проводит ребилд системы всем уже известного проекта «Кристалку». По-моему, тавтология какая-то получилась. Но перед тем, как рассказать о предстоящем изменении системы, давайте все-таки освежим память и введем в курс тех, кто еще не шарит, о каком проекте идет речь. Сам автомобиль Артем приобрел еще в далеком 2016 году и, как мы уже привыкли слышать, тоже в плачевном состоянии. Все лето ушло на его восстановление и перекраску в цвет кристалл, отсюда и пошло его прозвище «Кристалка». На 2017 год акцент был представлен нам на монобренде Орис, который имел в системе в сабовом звене 2 двенахи, по фронту 4 пары двадцаток, 4 пары шестнарей и 4 пары рупоров. В тыльной же части, а если быть точнее, то в крышке багажника, расположились 2 пары середин и 1 пара рупоров. Если учесть то, что кристалка собиралась на повседнев, не для реза,
то Артем даже умудрился завоевать на ней 6 кубков. В 2018 году кристалка подверглась сильному изменению. Стало больше железа, отсюда и больше валева, но бренд был изменен на Ural Sound. Во фронтальной части изменений особых не было. Все те же 4 пары двадцаток, 4 пары шестнарей и 4 пары рупоров. А вот крышка багажника сильно преобразилась. Теперь в ней было установлено 8 двадцаток Armada Neo и 2 рупора этой же серии. Еще был добавлен тыльный короб, где расположились эстрадные мидбасы серии Patriot в количестве 6 штук и 4 драйвера. Но и это еще не все. По сравнению с прошлым инсталлом, теперь акустика появилась и в задних дверях. Увеличилось количество сабов, теперь это 4 пятнахи серии TT. Максимальный рез, который смогла показать кристалка, это 150+, в формате BTL. Проехала более 20 этапов и собрала 11 наград в различных соревнованиях. Вот мы немного ознакомились с проектом, теперь давайте посмотрим, что Артем готовит на этот год. В сезоне 2019 кристалку ждет полное преображение. Думаю, вы уже смогли заметить, что сабовое звено служило только для подзвучки, а система была именно орущей. Но не сейчас. Теперь басуха — основа всего проекта. В ней будет установлено 8 штук 12 Ural Ultimatum в оформлении Flat Wall, обычная стена. Фронт останется прежним, точно таким же, как и в прошлом году, а вот тыл изменится. Задние двери останутся пустыми, а крышка багажника пока под вопросом, так как есть вероятность, что ей будет мешать задняя стенка оформления. Желаемый рез с таким железом, конечно, уйти за 160+. А получится ли это у Артема, узнаем в следующих выпусках. Самая громкая студия Z13 спешит обрадовать нас продолжением постройки своего проекта по прозвищу Волкодав. Выпуском ранее мы уже рассказывали о нем. В тот момент ребята полностью восстановили пикап Chevrolet Silverado и установили центральную часть стены, а также к нему подъемный механизм по типу лягушка. На этот раз ребята ушли сильно дальше. Как я и говорил, огромная центральная часть – это не вся стена. Теперь у нее появились по сторонам 2 брата, которые ничуть не меньше в размерах. Количество динамиков даже не перечесть, но мы знаем точно, что проект строится исключительно на собственном бренде AZ13 серии Dark Dog. Самые громкие, самые надежные компоненты. Со слов Саши, это будет... Понять, что это будет самая громкая стена. Да. Первая русская самая громкая стена. Кого начинает бомбить, вы просто так не бомбите, в комментариях к этому видео напишите. Обязательно подпишитесь на наш канал, который будет вот здесь вот внизу. И можете там продолжать бомбить, чтобы не бомбить на этом канале. На данный момент ребята работают над коммутацией всей проводки, которой уже ушло около километра. Сомневается в количестве проводов. Не сомневайтесь, ребят, я вас не обманываю. Это только с одной створки. А также зашита часть задней стенки алюминиевыми щитами. Вес только одной конструкции составляет 1 тонну, а в сборе превысит минимум в дважды. И именно это оказалось проблемой, ведь как будет передвигаться пикап, пока неизвестно. Выдержат ли задние колеса? Как мы будем ездить пока, я еще пока не понял. Как бы ни случилось, как с теми ослами из видео. Но я уверен, ребята что-то придумают, и уже совсем скоро мы ее увидим со ослами на заднем сиденье. Шучу, на соревнованиях. С нами будет очень громко. Кто в этом сомневается, вы знаете, что вас ждет. Как ты губы покрасила, расскажи. Как? В красном угоду. Как вы поняли, речь пойдет пусть и не о самом громком проекте, ведь самые громкие только одни. Но я уверен, это будет один из самых хайповых проектов 2019, который строит установочная студия Bass Aggressor, в которой подрабатывает Коля Термит, владелец бренда Russian Bass. Недели ранее ребята выпустили видос, где дали понять, что близится долгожданный момент выхода ее в свет. Оформление под 1818 уже полностью готово, окрашено. И поверьте мне на слово, хоть ребята и не показывали, как она валит валит. Да даже Миша им не даст соврать. Валит только на инфранизких частотах такое оформление. А на верхах? Вот. Также полностью окрашен кузов лимузина, уже полюбившийся Коле цвет, так называемый кедди. Белый перл, крыша, блядь. Готовые обшивки, отдан салон на перетяжку и ловим фотки, где мы видим, что ребята трудятся над финальной сборкой проекта. Устанавливается и коммутируется сабовое звено, подключается питание, а также скоро будет заменено лобовое стекло и заменятся колеса. Пока мы коснулись проекта, который строит Коля, хотим напомнить, что совсем скоро стартует первый этап формата Russian Bass.
Бас. Который пройдет 27 апреля в Волгограде на площадке ТЦ «Акварель», где ребята подготовили для вас много сюрпризов. И один из них это появление сразу двух классов – Царь-Стена и Смертельная битва. О них уже мы рассказывали в прошлых выпусках, поэтому повторяться не будем, а лучше позже подведем итоги соревнований. Проекты от подписчика. В этой серии проекты от подписчика мы расскажем о Двинахе с команды Team DevBonds от студии Bass43. История проекта началась в 2011 году с приобретения авто. Кстати, ребята сказали, что именно заставило их увлечься автозвуком. Это была именно наша Двинаха, еще во времена, когда она была в оформлении гроб. Эх, были времена. Купив в нашем магазине небольшой фронт от серии Ганнибал, стало понятно, что эстрада может играть не только громко, но и качественно. Тут и захотелось иметь систему еще громче, еще серьезней. Недолго думая, ребята подвергли систему полному апгрейду. Появилось сабовое звено 318 DevBonds и изменился фронт на 6 пар MX80 и 4 пары рупоров T35. Посетив в 2017 году несколько этапов, было принято решение построить стену на 4 318 DevBonds'ов. Знания и опыта, конечно, не было, поэтому впихнуть 4 восемнахи было непростой задачей, но в итоге ребята справились. Сезон 2018 начался неплохо, правда до поездки на формат DB-Drag в город Чехов. Возвращаясь домой, ребята попали в неприятную аварию. Повреждения вы видите на экране. Быстро восстановив кузов Двинахи и попутно немного модернизировав оформление, ребята смогли показать неплохие результаты и собрать приличное количество кубков. Так на этапе Раска было занято второе место в классе боксбоксинг в среднем весе, показав средний рез 159,3 дБ. Максимальный же рез, правда гаражный, все-таки смог перевалить за отметку 160. Этот рез ребята и хотели удержать на финале, но как всегда что-то пошло не так. Поэтому парни и наметили полный ребилд системы на предстоящий сезон. Стена изменится на BP4, сабы останутся прежними, а вот питать их будут уже не 2 AE5 500, а 8 3500 аватар. По фронту тоже ожидаем изменения. Против прошлых 6 пар MX80 теперь встанут 10 пар Ганнибал 61, а также изменятся рупора на T34, количество останется прежним. Когда все закончилось, Саша сказал: наконец можно послушать спокойно музыку, и укатил слушать музыку под просыпающимся улицам Питера. Он улетел, но он обещал вернуться. Я прям как в воду глядел. У нас для вас приятная новость. Саша снова возвращается в Питер, потому что уже в этом месяце пройдет второе открытие магазина Loud Sound в Питере, который будет находиться в северной части города по адресу Выборгское шоссе 212. На открытии будут розыгрыши призов по чекам, по фото в Instagram, а также подарки при покупке от наших партнеров Alphard, AZ13, Edge и другие. Точную дату открытия мы сообщим в группе Loud Sound SPB и Instagram. Поэтому не забудьте подписаться, чтобы не пропустить это интересное событие. А это были громкие новости на канале Loud Sound. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Стас. Всем пока. Живите громко. Саша тяжело выговорить, потому что... Какое тяжелое имя. Саша снова возвращается в Питер. Саня снова возвращается в Питер. Я уже полчаса пытаюсь. Санек снова возвращается. Да не, ну это, блядь, пиздец. Шурик снова возвращается в Питер.